Черная мамба. Одно только это название вызывает тревогу. В воображении возникает длинная черная змея, несущаяся по саванне за человеком, словно живой кошмар. Но почти все в этом образе – ошибка. Она не черная, она редко охотится на людей и большую часть своей жизни пытается избежать любого конфликта. Однако именно эта змея стала символом смертельной опасности на целом континенте. Почему? Что превратило обычную рептилию в легенду? И действительно ли перед нами самая совершенная машина убийства, которую когда-либо создала эволюция? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отправиться туда, где жара плавит воздух. В мир высокой травы, редких деревьев и постоянного ожидания смерти. Африканская саванна кажется бескрайней. Здесь достаточно пространства для всех. Но это иллюзия. Каждый квадратный километр этой земли давно разделен между охотниками, падальщиками и жертвами. И среди них есть существо, которое почти никогда не использует силу напрямую. Его главное оружие – скорость. На первый взгляд, черная мамба выглядит даже слишком простой. У нее нет устрашающего капюшона, как у кобры. Нет массивного тела, как у питона. Нет яркой окраски, предупреждающей об опасности. Она выглядит почти незаметной. Серовато-оливковое тело, узкая голова, темные глаза. Ничего особенного. Но именно в этом и заключается ее секрет. Эволюция редко создает монстров. Она создает эффективные решения. Черная мамба – одно из самых эффективных решений в истории змей. Взрослая особь может достигать 3 метров длины, иногда больше 4. Это делает ее одной из самых длинных ядовитых змей планеты. Но размеры далеко не главное. Гораздо важнее другое. Большинство змей полагаются на маскировку. Некоторые на силу, другие – на внезапность. Черная мамба сделала ставку на скорость. Она способна двигаться быстрее большинства своих родственников. Настолько быстро, что человек часто не успевает понять, что именно увидел. Мы привыкли считать черную мамбу одним из самых опасных хищников Африки. Но в природе нет неприкосновенных. Даже черная мамба иногда оказывается не охотником, а жертвой. Есть те, кто способен увидеть в ней не угрозу, а добычу. Скорость не делает мамбу неуязвимой. С воздуха на нее охотятся крупные хищные птицы. На земле ее подстерегает один из самых необычных охотников Африки – птица-секретарь, специалист по охоте на змей. Удар ее длинных ног настолько силен, что способен убить даже крупную ядовитую змею. А иногда на пути мамбы появляется животное, которого не останавливают ни размеры, ни яд, которое словно не признает правил осторожности. Медоед. Его толстая кожа помогает выдерживать укусы, а невероятная устойчивость к токсинам позволяет вступать в схватки, которых большинство животных предпочитают избегать. Черная мамба смертельно опасна, но она не вершина пищевой цепи. Именно поэтому ее главное оружие – не сила и даже не яд. Ее главное оружие – скорость, потому что в мире, где даже охотник может стать добычей, иногда лучшее решение – избежать боя. Поэтому вся жизнь мамбы проходит между охотой и необходимостью спасаться самой. Она не ищет конфликт, она избегает его. Именно поэтому большинство встреч с людьми заканчиваются одинаково. Змея исчезает раньше, чем человек успевает ее заметить. Но иногда отступать некуда. И тогда появляется другое лицо черной мамбы, то самое, которое породило ее репутацию. Поднятая передняя часть тела, раскрытая пасть, абсолютно черная изнутри. Вот откуда появилось название. Не из-за окраски тела, а из-за цвета ротовой полости. Это предупреждение, последний сигнал, последняя попытка избежать драки. Многие животные используют демонстрацию силы. Кобра раскрывает капюшон. Гремучая змея включает погремушку. Черная мамба показывает темную бездну своей пасти, будто говорит «уходи». Пока еще есть возможность. Но если предупреждение не сработало,
Все происходит стремительно, очень стремительно. Мамба наносит серию ударов. Не один, не два, иногда гораздо больше. Каждый из них доставляет новую порцию яда. И здесь начинается самое удивительное. Яд черной мамбы не разрушает ткани. Он действует иначе, гораздо рациональнее, гораздо эффективнее. Он атакует нервную систему. Сигналы между мозгом и телом начинают исчезать. Сначала слабость, затем потеря контроля над мышцами, потом дыхание становится невозможным. Человек остается в сознании, но тело постепенно перестает ему подчиняться. Жестокий механизм, но для мамбы это всего лишь инструмент охоты. Ничего личного, никакой ненависти, никакой агрессии, только биология, только экономика энергии. И именно здесь скрывается главный парадокс этой змеи. Несмотря на свою смертельную репутацию, черная мамба вовсе не является безжалостным убийцей. Наоборот, каждая капля яда для нее слишком ценна. Его производство требует ресурсов, поэтому использовать его без необходимости невыгодно. Эволюция не любит расточительность, она предпочитает эффективность. И черная мамба стала воплощением этой идеи. Большую часть времени она охотится на животных, которые значительно меньше человека. Грызунов, доманов, птиц, иногда летучих мышей. Это не битва титанов, это точные расчеты, молниеносный удар, короткое ожидание и поиск добычи, которая уже не сможет убежать далеко. Но даже самая совершенная стратегия имеет пределы, особенно когда появляется следующее поколение. Каждая молодая мамба рождается уже вооруженной. Ей не нужно учиться производить яд, он есть с первого дня жизни. Но даже смертельный яд не дает гарантии выживания. Первые месяцы становятся экзаменом. Мир вокруг полон врагов. Любая ошибка может стать последней. Птенец хищной птицы, мангуст, даже более крупная змея. Все они представляют угрозу. Из десятков появившихся на свет молодых мамб лишь немногие доживут до зрелости. Так работает природа. Без жалости, без исключений. Именно поэтому каждый взрослый экземпляр – победитель длинной лотереи выживания. Но есть противник, которого невозможно обогнать, невозможно отпугнуть, невозможно отравить. Человек. За последние столетия люди изменили Африку быстрее, чем любой природный процесс. Исчезли леса, появились дороги, разрослись города, территории животных сократились, и встречи между людьми и мамбами стали происходить чаще. Страх сделал свое дело. Черная мамба превратилась в символ угрозы. Ее начали уничтожать даже там, где она никому не мешала. Парадоксально. Змея, которая предпочитает убегать, стала объектом охоты именно из-за своей способности защищаться. И здесь возникает интересный вопрос. А как считаете вы, черная мамба действительно заслужила репутацию самой страшной змеи Африки? Или люди боятся ее больше из-за мифов и легенд, чем из-за реальной опасности? Напишите свое мнение в комментариях. Мне будет интересно узнать ваш ответ. Если вам понравился этот фильм, поддержите канал подпиской. Впереди нас ждет еще много удивительных историй о самых невероятных существах нашей планеты. И пока над африканской саванной поднимается солнце, а высокая трава колышется под ветром, эта история продолжается. Тихо, незаметно и удивительно красиво. До встречи в следующем фильме.